Давай, Рома. Ура! Начало положено. Всем привет! Привет! Вы на канале «Из города на дачу». И, наконец-то, мы начинаем ремонт вот в этой комнате, которая уже всем своим видом кричит и говорит нам, ну, скорее же, начинайте уже здесь ремонт. Да, Ну это дальняя спальня нашего Нашего дома. дома. Самая дальняя, самая холодная. И, наконец-то, у нас подошли работы к ней. Руки Руки дошли. Да. И мы сейчас будем понемногу ее, ну, наверное, разгружать, Да. убирать все лишнее. Вначале мы все уберем, все вынесем туда, в другие спальни, а потом начнем, наверное, обдирать потолок. Ремонт начинается с потолка обычно, так мы и сделаем. Главное не поругаться, пока вы еще выносим мебель. Это точно. Все. Так, ну что, поехали. Разбор вещей и хозяйского хлама – это мои любимые кадры, и знаю, что многим они тоже нравятся. Ну и не то чтобы нравятся, а порой они вдохновляют на подобные подвиги по расслаблению. И, возможно, не такому ужасному, как у нас, а хотя бы, чтобы в шкафчике прибраться. Ведь иногда, чтобы даже в шкафчике прибраться, нужно вдохновение. А тут посмотришь, как люди бегают, как муравьи в режиме таймлапс, и себе захотелось. Помню, когда мы убирали в нашей кладовке, а там целые раскопки у нас были, кто-то написал, зачем вы это показываете? Ну, вот как раз для этого и показываем, чтобы вдохновить и самим вдохновиться. Ведь я и сама пересмотрела несколько наших прошлых видео, а также видео других каналов, чтобы настроиться на эту тяжелую работу, так сказать, вдохновиться и войти в эту комнату уже в полной боевой готовности, освободить ее от ненужного и начать ремонт. Так, теперь задача разместить вот это вот все. В доме места для этого нет. А надо найти. Ну, что-то сейчас придумаем. Так. Выезжаем креслами. Вынесем теперь еще вот этот строймусор. Ну, стройматериалы. Да, в ту спальню. Наверное, вдоль стены поставим. Но больше некуда, Да. да, только туда. А потом диван на ковер и потянем так, чтобы Да. не поднимать его. Мгм. Так, я поехал. Персик, поехали, сынок. Персик, поехали. Будешь руководить, как правильно расставлять мебель. Так, давай пока что-то здесь поставим, Ром. А занесем потом крупные листы и потом всю эту мелочь позаду. Давай. Эх, где мои 20 лет? Ой. Рано тебе, еще 20. 16, пойди. 16. Ну, 20 лет мне этого не хотелось. А вот 40 Мне в самое 40 не оно. хочется. Ты что, сам? Силушка богатырская. Как бы все это взять и вынести отсюда. Ой, получилось. А что ты там делаешь, я не пойму. Рушу комнату. Все, что было нажито непосильным трудом. Так, Беня, Гипс? втекай. мы ее оставляем здесь, да? Потому что Да. мы будем с помощью гипса потом выравнивать потолок и стены. Так, что, у меня одна штучка осталась. Сидим, отдыхаем. Может, не будем убирать этот диван? Персик. В комнате потолок. Еще один проверяльщик идет. А ну, смотри, Виня, кто там за гипсом залез? Там Беня. Там Беня.
И вот так вот ходят друг за дружкой. Худеть надо, парни, худеть надо. Так, ну что, вывозим вот эту Ой, тумбочку. аккуратненько, тут картины. Это я рисовал еще давно. Какой На такой? долгую память. 2022 год. Видите, вот такое я рисовал. Любовное сердце. И вот такую парочку. Да. Это он нас рисовал. Да. Так что они нам очень... моему сердцу они очень дорогие. И моему тоже. Так. Рисовал, что-то там. Правильно. О, Лень, обсыпалось, память будет. видишь? Ага. Потолок. С Это потолка, туда. Туда, в ту В спальню. нашу спальню, да. Там уже скоро пройти негде будет. Ну, что делать? Будем на кровать залетать. Ехай, Давай ехай. вот так вот. Давай сюда. Ага. Вот так вот. О, ну и все отлично. А котикам интересно. Хорошо, пылесос я пока это уберу. О, тут носок. А мы ищем, где пара, где пара. Да. 13 носков есть, и все разные. А где 14-й? Распакуем, давай, наверное, окно. Да. Немножко будет прохладно, но ничего. Да. Давай. Это у нас самый удачный заказ. Мы заказали 2 пластиковых окна. Еще, наверное, в августе месяце. Думаем, пока лето, быстренько поставим, пока не холодно. И вот уже декабрь, а мы все его ждем. Мы звоним, они нам говорят, на днях будем ставить. Думаю, ну хорошо. Еще месяц ждем. Опять Уже звоним. завтра Да, едем. говорю, да. все, на днях будем ставить будем. А мы еще задаток дали 5000. Кстати, там. Да, я забыла, что... Полная сумма. Он сразу сказал, полную не возьму. Он, Теперь наверное, все понимал. и не отказываешься, да, вроде как. Ну, Ну, просто нам сказали, что уже наше окно сделали. У нас ну, тут был да, вот такой везут, заказ. везут. Сегодня, может быть, завтра. Может, к лету. Не, понимаешь, у нас очень классный поставщик, оказывается. Он просто понимал, что нам это окно до декабря, до начала этого ремонта, ну просто нам не нужно, потому что мы тут будем пылить сейчас. Зачем нам окно, да? Сейчас все. Вот эту глину с потолка будем выбрасывать на улицу. Да, легче ж так будет. И Конечно. окно не запасаем. Какой хороший поставщик. Я прям каждым днем его все больше и больше люблю. Это ты саморез, да? Ну да, Это саморезы саморезил. длиннючие. О, О, да будет свет. да, бросай. А я понесу в спальню. О, Я же где-то, вон, перчатки тебе. свежий воздух такой. Тут еще у нас лестница Морозно. стоит. Мы ж Перчатки, Ром. выкладывали кирпичи. Красота. Вот бы здесь балкон, Рома, сделать, а? Балкон? Да. Мы ж не на этажах живем. Если бы мы на этажах жили, нам нужен балкон. Так у нас Нет, балкон здесь не получится. целая беседка, потом и лоджия будет. Я вообще Роме рассказывала, мне очень хотелось здесь сделать выход. Выход, так как это гостевая комната, там люди отдыхают, хотят выйти, подышать свежим воздухом, чтобы не идти через весь дом, выйти. Здесь так будет плиточка, висячий такой, как он называется? Висячие гамачок. сады. Вот, и здесь посидеть, встретить там закат солнца. Да, у нас здесь закат, там восход.
И красота. И нам было бы так. Так и красиво. будет. Нет, так уже не будет. Потому что мы здесь придумали ванну, вот тут будет окно делиться, и уже это не тот масштаб. Вот. Ну, и так хорошо. Так, вытаскиваем диванчик, да? Опа. Так, теперь да. Будем на ковер его, да? Да, мусор тут будет по всей хате. Всё. А легкий он, да? Ну, не Сравнительно. очень, да. С тем, с нашим легкий. Так, я его толкаю туда, Да. Я его толкаю сюда. а ты туда. Не раздавлю тебя? Раздавишь. Перепрыгивай туда. И стой. Я давай туда-сюда пролезу. Буду Вот так, по чуть-чуть. Смотри, он вытаскивается. Ну Ром. ничего, потом подсунем. Бенечка, аккуратно. Веня, сиди, держись. Его это ни капельки не пугает, кстати, ты заметил? О, вот это у нас теперь бонзай. У вас такое бывает? 2 дивана в ряд. У нас было 3 ванны в ряд, теперь диваны в ряд. Так, а что будем с ковром делать? О, Сложим потом. свернем мы, да, и отнесем куда-нибудь. А теперь подошел черед к вот этому шкафу. Здесь Он у нас такой тяжелый, просто неимоверный. Я не знаю, с чего. вещами это вообще Это дуб. ну, натуральный Или- массив. Или что это? Вообще неподъемный. Я не знаю, наверное, килограмм 500. Будем выносить понемногу полки, да? Оп. Здесь у нас в основном хранится рабочая одежда, ту, которую не жалко под работу пустить. Все ясно, он застрял. Я нашел наш ветродув. Вот он. А мы искали, мы думали, О, кому мы его отдали? Кому вот дали он, родимый. А мы мерзли. на пользование? Мы на чердаке уже все облазили. И везде, по всем углам, шкафам. Кладовки, да, посмотри. Нигде нету. Вот он лежит. А, А мы спрашиваем, мы не отдавали вам случайно ветродув? Не, говорит, никто никому. Думаю, да, странно. где ж он тогда делся, да? Да. Вот видишь, полезно Ну, нам- иногда перебирать вещи. Ну, я просто даже придумать не могла, что мы его сюда именно поставим. Ну, мы сюда не ставим такие вещи. Мне кажется, я догадываюсь, кто их сюда поставил. Не, его. ну понятное дело. Наверное, мы сейчас что-то еще найдем. Да, здесь вариант только один. Кто это мог сделать? Носочки. Мне очень нравится в этом шифонере, в этом шкафу, вот эти полки. Не разбухают. Вообще супер. Ну и модель красивая. Да, Ром? Да, красивый, но тяжелый. Ты со мной согласен. Все в нем хорошо. Он еще будет служить лет 150. Сколько раз мы говорили себе эту фразу: ну все, поставили, теперь тут он надолго, трогать не будем, наконец-то. Расставили вещи, все. Опа. Ой, а ну-ка, помоги-ка. Бери сразу с этой штукой. Кусочки обоев у меня здесь хранятся, и самоклейка, разная бумага для поделок. Опа. Веснушечка, Веснуш, ты на окошко пошла. Ты не можешь смотреть на весь этот беспорядок. И Беня. Беня как Ромео. Веснушка, выходи. Какой хороший котик. Веснушка.
нравится. Сейчас мы заставим весь зал, да? И всю Зал, нашу спальню. И будем жить. Я Как? не знаю, как мы будем жить. У нас все вещи заставлены. Не, я знаю, как мы будем жить. Как на Как букву Б. Бомжи. Не бомжи в бардаке. Вот, да? Ну да. Так, ты хочешь здесь? Или давай вместе его подтянем? Так, а ну, Давай вместе. сейчас мы будем пробовать. Так, сейчас. Ничего, едет нормально. Сейчас я буду подталкивать. Будешь оттуда, да? А я Ага. отсюда. Давай. Ну что, сразу снимаем обои, Да. чтобы можно было эту бумагу спалить, да? А потом уже... Берем штукатурку, да? Ох, да. Пылёки здесь будет. Ну, у нас открытое окно. Ну, немного внесу ясностей об этой комнате, особенно для тех, кто смотрит нас впервые. Это дальняя комната в нашем доме. И на первый взгляд эта комната выглядит неплохо, и можно было бы обойтись новыми обоями, покраской потолка и линолеумом на пол. Но в этой комнате мы не жили почти 3 года, и на это были свои причины. Во-первых, это запах гнилой доски. Плесени в доме нет, и это здорово, но вот пол местами сгнил, и закрыть на это глаза мы не могли. Во-вторых, разные жучки и паучки постоянно откуда-то вылазят, и мы не понимали почему, но об этом я расскажу немножко позднее. Ну и в-третьих, эту комнату мы решили делить на 2, так как в доме нет ванны и туалета, было решено разместить их в одной половине. Во второй же половине, как мы уже упомянули, будет гостевая комната. Но если вы хотите узнавать все подробности и новости немножко раньше, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ух ты. О. Решила заснять для нашей истории. Смотрите, какие тоже красивые обои. Ром, тебе нравятся такие? Мне, ну, такое. Ну, это спальный вариант. Тоже симпатичные. Да. По тем временам это очень даже красивые обои. Супер. Эх, жалко, конечно, такое снимать, убирать. Такого сейчас уже не выпускают. Ну, может быть, даже есть лучше. Сейчас лучше, но вряд ли. Это же Советский Союз, ты что? На века. Да. Конечно, красиво. это шутка. Но очень красивые. Мы сняли один слой обоев, и за ним последовал вот такой слой красивых, тоже довольно-таки на то время обоев. И у меня такое ощущение складывается, что этими обоями, когда их поклеили, ими, в принципе, как бы и не пользовались, потому что они не имеют ни потертостей, ни засаленностей, никаких повреждений. Получилось, наверное, так. Купили обои, поклеили, что-то не понравилось, либо нашли лучший вариант и сверху наклеили уже вот эти букетики. Не понравилась полоска, поклеили букет. А возможно, было еще и такое мнение, что штукатурка держится на этих обоях. Ну, в общем, пусть она и держится и в нашем случае. В общем, где более-менее обои снимаются, мы их снимаем. А где они практически срослись, не знаем, что делать. Потому что мы убираем обои, а сыпется штукатурка. В общем, нужно тут так аккуратно действовать. В общем, вы все правильно поняли. Штукатурка держится на этом вот первом слое обоев. Ну, а кто мы такие, чтобы это отменять? В общем, оставляем. Так, переходим на последнюю стенку. И сейчас будем убирать эту фотообоину. Это уже последняя, да, Ром, Да. фотообоина? Вот тут ставок, березы нарисованные, осень такая хорошая. Да. Здесь вот в каждой комнате, Ром, да, вот была поклейка в таком формате. Обои, оклеенный потолок и обязательно большая фотообоина с Да. природой. В И в каждой этой комнате. спальне, и в той в нашей, и даже в кухне было. И даже в кухне. В каждой. И в коридорчике было также, помнишь? Не в коридоре, а где печка. Так, Вот. ну что, прощай, фотобойна. Если мы еще снимем. Это такой раритет. А под ней нет никаких обоев. Есть. Есть? Под ней тоже такие же самые были. Да, есть. Значит, первый ремонт был просто,
а второй уже решили новые обои с фотообоиной. Можно вот так. А ну, лови там у себя. Есть. Что, дверь тут была? Нет, Что, дверь? Нет. трещина. А я так надеялась. Восстановить дверь? Да. Найду повод наконец-то. Дело в том, что, дорогие зрители, у меня была идея здесь сделать 2 двери. Оттуда А стоит там зал. нашей спальни, да? Спальня. Да, там. да. Ну, Там со как спальни сделать сейчас там зал, и зала спальня. 2 двери сюда в эту спальню. Так. И мы просто немножко подумали, представили, нам не понравилось, и мы это отменили. Пока отменили. Потом посмотрим, Но да. я здесь увидела трещину и думала, что это, возможно, была тут дверь. Думаю, а может быть, это знак, что надо именно так и сделать? Нет, не знак. Так что все остается в силе. Рома такой, фух, да? Ух, да. Ободрали, сколько обдиралось. Теперь я сейчас выпрыгну в окно, ты будешь скручивать, мне давать, а я выносить. Да? Давай лестницу вот это немножко уберу. Ома. Выпрыгну в окно, аж страшно стало. Приготовил? Давай мне по чуть-чуть. Так, ты будешь носить, да? Да. У нас тут еще виноград остался. После первых морозов такой сладкий, вкусный. Да, Жужа, ты подтверждаешь? Тебе сказали, нельзя кушать такого. Жужа у нас не любит виноград. И бы кусочек мяса или косточку. Поставили здесь тачку. Сейчас будем сбивать потолок. Я буду на лестнице его сбивать. Складывать сюда в ведро, а Вика по чуть-чуть будешь высыпать, да, туда? Да. Ну, давай, Только маску тебе другую принесла. Оденешь? Давай. Оп. Держи. О, спасибочки. Вот это у меня защита будет. Конкретная. Потолок у нас тут такая старая глина, и тут даже, смотри, какие щели, можно целый шпатель засунуть. Получается, где-то оно хорошо прилипшее к потолку, а где-то прям такие выпуклые воздушные ямы. Поэтому, если мы его не снимем, оно все равно рано или поздно упадет. Нужно его снять, а потом, может быть, гипсокартоном зашьем, да? Ну, будем думать. Фух. Ну, одеваем маски и погнали. Я с тобой. У тебя все получится. За прошлые 3 года эта штукатурка благополучно сыпалась с потолка. И мы думали, что со второй половиной штукатурки мы справимся легко и поработаем чисто и аккуратно. Хотели аккуратно поработать, отделяя остатки штукатурки от потолка с помощью шпателя в ведро. Но как же мы обманулись, потому что штукатурка держалась на потолке мертвой хваткой. Несла Роме молоток, ну и в итоге поработать чисто и аккуратно у нас не получилось. Ну и, конечно же, упомяну, что при таких работах очень важно сохранить свое здоровье и поберечь свои дыхательные пути, поэтому без спецмаски здесь у нас не обошлось бы. Ну что, смотрите. Все, мы это сделали. Рома, ты молодец, ты справился. Да, мы тут были как ежики в тумане. Наконец-то обили весь потолок. Наверное, ведер 20 глины уже вынесли. Ну, еще, наверное, не знаю. Может, ведер 50 еще осталось точно. Гляньте, какой слой глины.
набираю, по ведру Вике даю, она выносит. Но самое главное, фух, сделали. Да. Мы так не хотелось, это вокруг да около, все ходили. Опа. Альфочка, собачка моя. Альфуша помогает, да? А? Альфуша Бегает за помогает. мной, а я поворачиваюсь, чуть не наступила на нее. Глаза светятся. Вон она. Прожекторы. Вот так по чуть-чуть и закончим работу. Да. А тут, слушай, снимаю, на камере вроде бы снег идет, а это шпылюки столько. Это ужас. Короче, одеваю обратно я свой респиратор. Здесь проветрилось, тут теперь можно дышать, жить. И вот так вот выглядит теперь наш потолок. Осталась голая дранка. И, кстати, в телеграм-канале, там все узнают немного раньше, что тут у нас происходит. Нам уже дали совет, что дранку, перед тем, как мы будем делать какую-то отделку, нужно дранку пройтись либо клеем ПВА, либо грунтовкой. Ну, у нас как раз есть грунтовка, вот мы Да. ею... И ПВА у нас есть. И ПВА есть, да, Ну, запас. если советует, так и будем делать. А мы смешаем грунтовку и ПВА. О, Чтобы уже отлично. наверняка. Дранка довольно-таки хорошо сохранилась, поэтому в дальнейшем спокойно перейдем к отделке потолка. Да, но вначале перевесим свет, чтобы было немножко лучше. Тут у нас освещение, потому что лампочка сбоку висит и плохо видно, а мы где-то ее на середину, да? Потолка. Как лучше. А лучше хоть будет или будет еще хуже? Не знаю, может так как-то вот. Да. Дранки, да? Да, сейчас как-то ее. Так, а где середина? Здесь нормально? Все, начинается какая-то пыль, я начинаю чихать. Вот так вот. Сейчас я прикручу. И будет отлично держаться. Лампочка одна, но думаю, для ремонта этого хватит. Ну теперь намного лучше. А теперь вот эта висюлька висит, да? Надо ее... Да, давай где-нибудь натяну немного. Ну что, Ром, теперь перейдем с тобой к следующему этапу. Будем срывать вот эти деревянные полы. Хотелось бы сказать, что это самый страшный этап, но нет, после потолка уже это... После ежика в тумане, да. Почему мы будем его срывать? Потому что, во-первых, он деревянный, дерево старое, под таким серьезным уклоном идет. Я не знаю, сколько здесь. Серьезно, да. Да, очень серьезный. И в некоторых местах уже доски совсем прогнившие. Вот они гуляют. В общем, косо, криво, лишь бы живо. Мы решили это все сорвать. Ну и еще одна причина, потому что оттуда снизу идет такой очень неприятный запах. Какой тебе инструмент? На тебе эти Давай. гвоздодеры. Самое главное найти самое слабое место, вот, да, где оно Нашла. прогнившее больше всего, Кажется, вот это. чтобы Давай. отсюда начать. Либо вот... Ой. Так, а я еще ломик Может тут быть, взял. вот с этой вот? Может и с этой. Сейчас. О, Что творится? Погнали. так, подлезла? Ага, давай еще раз. Сейчас я туда еще. Ты поднимаешь, я подлажу. И так наоборот. Давай, ты приподнимай чуть-чуть. Так, я теперь подложу. Теперь ты немножко. Так, О, жучки поползли. жуки. Так это ж наши друзья. Есть. О, фу-фу-фу. Так, надо нанести Жесть, да? маски, Рома. Маски. Кто такой? Ничего, пошло, видишь?
Вот так, понемногу вникая в технологию по разбору пола, работа у нас продвигалась вперед. А еще мы убрали вторую розетку, так как в этом месте она нам больше не понадобится. Итак, работа пошла, и мы ожидали, что сейчас снимем доски, и работа сделана. Эх, но не тут-то было, потому что и здесь нас ожидал подвох. Вместо одного слоя досок внизу оказалось еще несколько слоев всякого разного, на уборку которого нам пришлось потратить еще немало времени. Фух, наверное, третью часть за час, да? Мы разобрали. Час с лишним. Да, точно. вроде бы доски гнилые, прогнившие наполовину, но держатся очень хорошо. Потому что гвозди, наверное, сколько? 150-ка? А может, где-то и тут больше. лежит, мы оставили показать. Лежит где-то там. В общем, что тут внутри, это тоже какой-то ужас. Ну, ужас не ужас, возможно, так и строили раньше. Вот. Ну, сейчас теперь оно выглядит как ужас. И нужно будет нам это все убрать. Здесь, смотрите, под низом этих досок еще Какие-то полно доски. всякого строймусора. И доски какие-то, ну, Нитки короче, какие-то. мусор. Да, это какая-то стекловата. И что это такое? В общем, надо будет это все еще убрать. Ну, и довольно глубокий пол. Нужно будет забрасывать, наверное, какими-то нашими старыми кирпичами, Ну, такими, наверное, какими-то камнями Ну тоже да. у нас еще есть. Там, дикарем, позабрасываем. кирпичом. Ну, я не знаю, сколько тут тонн. Наверное, тонны 3 надо будет притянуть. Главное убрать эти доски. Да. Потому что я думала, это будет проще, но нет. Ну, оказалось еще проще, чем мы думали. Но если мы вот это за час, то получается еще 2 часа. И, может быть, мы доделаем. А потом еще это все выгребем. Может быть, сегодня и управимся с этим полом, да? Такая технология подразумевала, что пол должен остаться сухим на долгие годы. Ну и по сути эта технология со своей функцией справилась. Но вот при разборе мы все-таки нашли пару мест, где образовалась сырость, влага, и именно в этих местах размножалась та живность, которая так долго нам мешала. Ну и, кстати, отсутствие окна и здесь сыграло свой большой плюс. И так и хочется сказать, что не делается, то к лучшему, и не нужно зря тратить нервы. Do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I gotta do. Life's too short to care about what you can't afford. Memories are in what you explore, so just don't be ignored. Go ask for more, go ask for more. 'Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need Веня, скажи, пойду погуляю, пока вы там колотите. Только чтобы красиво сделали. Я люблю эту комнатку. Да, Бень? Красавчик. Так, у нас вот по этому краю остались куски досок. Они идут продолжением в ту комнату, в зал. В общем, Сплошным прям идет, да, в ту сторону. Поэтому Да. вооружились вот реноватором и думаем так подрезать аккуратненько все, что осталось. Потому что, ну, так выломать нереально. Не топором, ну, надо очень долго. ну давай посмотрим, справится он. Супер! Ничего себе! М? Где-то ты куда-то в металл попал. Ну, его ж можно подточить. Сорвали мы уже весь пол, даже вынесли с Викочкой доски, а сейчас покажу, какой здесь
вообще пол. Получается сверху вот такой какой-то недорубероид. Непонятно. Потом идет вот такая штука, типа картона толстого. Вот. И такого, наверное, слоя 3 здесь получается. Вот первый слой, второй еще чуть-чуть ниже, а там такое небольшое пространство. О, вот. Такое. Видите, это второй слой. Я снимаю. А там еще третий, наверное, еще и четвертый. Ужас. Это надо будет все выносить. Да, 3 слоя получается. Ага. 3 слоя. А там опять вот эта штука. А это что, стекловато, что ли? Какое-то. Это стекловато. Ой, же. Настоящее. Да, стекловато. Рома, надо маску А одеть. там доска. Еще какая-то доска маленькая. В общем, вывезем вначале вот этот верхний весь слой, да, не доходя до стекловатой. А потом ее тоже как-то будем очень аккуратно брать и, наверное, где-то закопаем. Ну, это точно надо будет респиратор. И респиратор, Да. перчатки, чтобы кожа, не было контакта с кожей. Да. В общем, у нас тут, как видите, мы думали, сейчас мы доски сорвем, а там обычные лаги. Мы земля. раз, да, или земля. Как в коридоре, да? Да, там было засыпем проще. все, по-быстренькому сделаем. Ну, не тут-то было. Ну что, будем так делать. Я думаю, до лет 50 мы точно успеем. Нет, надо пораньше, Ром. Ты пораньше хочешь ванну? А то я так и состарюсь тут с ремонтами. О, не говори. У меня на старость чуть-чуть другие планы. Чем стекловато нюхать, да? Шел второй день. Второй день мы возимся с полами. Мы просто не ожидали, что мы так застрянем на них. Сейчас я вам покажу, что там вообще происходит. После того, как мы убрали доски, также верхний слой рубероида и один слой картона, видно, как выглядит весь пол. И вначале увиденное я назвала ужасом, хотя на самом деле, если посмотреть, то действительно была своя разумная технология, и благодаря ей этот пол продержался 60, а то и больше лет. Теперь мы слой за слоем убираем слои с картоном, но под ними была расстелена стекловата. Мы не делали эти съемки, потому что старались максимально осторожно их скрутить в рулоны. Как выглядели эти рулоны, я покажу немного позднее. Ну и в конце нас ждал последний слой с досками, которые мы, скорее всего, что тоже уберем. Мы думали с Викочкой, что справимся за один день, но, наверное, здесь придется нам провозиться целый месяц. Потому что пол, ну, он такой был многослойный. Получается, первый слой это была доска, потом прессованный картон, наверное, 4 слоя было, да? Да. Под ним были рулоны, бумага со стекловатой. Да. Потом ниже идет вот такая доска. Вот видите, тоненькая. Которую мы не ожидали, что там Да, тоже есть. да, да. А еще под низом, наверное, сантиметров, не знаю, 25, может быть, 30 пространства. Это ужас. Ну, наконец-то мы увидели землю. Может, разбираем. Ну, где же, ну, когда? Ну, сейчас. Снимаем один слой, второй, третий. И не было конца и края. И теперь мы с Викочкой думаем, что делать. Понятное дело, что мы уберем, вот, потому что она очень тоненькая и местами попрогнивала и проваливалась. Ее уже точно не будем оставлять. Что делать с вот этими балками? Получается, это как раз каркас дома на них стоит. Вроде бы хотели сразу убрать, а теперь страшно. Не знаем, что делать. Мы, в общем, померяем уровень. Если будет не сильный перекос, то, наверное, их оставим. А зальем вот под ними и с боков. И как раз будет заливать легко, да? Так, правило брать. Будем сюда заливаем. И равняем вот по этому уровню. Опять же, если это будет все ровным. Хотя бы более-менее. Так что мы сейчас вот эти дощечки уберем, принесем уровень. Замеряем примерно насколько. Мне кажется, вот там будет сильно выше, чем здесь. Но это так, на глаз. А Ну, может посмотрим, быть, да, да, Ром, может потому быть что и нет. Если еще один сюрприз нас там не ожидает. Еще глубже. Ещё глубже. Там уже, наверное, уголь, шахта.
Нас спасло, что стекловата была вот в таком мешочке. И опять-таки, вот мы этого не ожидали, да, вот, Ром, что дом строился, ну сколько вот ему, ну лет 70, и что там будет стекловата, еще и там фирма какая-то, я сейчас вам покажу, разверну, какой-то фирмы. Вот эту технологию мы никак не могли вообще предусмотреть. Максимум, вот что я думала, Ром, я думала, что здесь будут, ну, как я видела уже, Просто балки. обычные балки и доски, а вот это доски. все засыпано Да. землей. Да, И да, я да, так да. думал. Мы Оказалось, так думали, но да. вышло вообще. Мы думали, доски снимем, это все забетонируем, какой-нибудь такой небольшой слой цемента, бетона и такой цементной смеси. И все, и пошли, ложи пол, дальше утепляй его и все. А тут, я не знаю, здесь бы завести КАМАЗ щебня или бетона, да, целую машину. Ну, не знаю, Ну наверное, да. это дорого. А вот там еще, смотрите, видите, дырка идет. Это под нашу спальню. Видно, Вика, не? Да, дырочку да. приблизила. Получается, и наша спальня такая же самая штукенция идет. Я боюсь даже Вот про туда. это подумать, Ром. Вот продолжение, кстати, вот стекловатый видно там Да. идет. Но там более-менее ровный пол. Местами тоже, кстати, там провалено. Но у меня уже, знаете, такой страх подумать, что начнется, что мы еще возьмемся за такую работу. Нет, мы сделаем это, потом поживем, если поживем. Там, по крайней мере, вот в тех комнатах нет запаха. А в этой комнате, да, Ром, Был, да. он мешал просто жить, этот запах. Понимали, что там идет под досками гниение, поэтому надо Ну, было щас уже такого здесь нет. это делать. Да. Ну, лучше бы, наверное, старый пол был. Ладно, ничего, что-нибудь сделаем. Справимся, уже половина. А ну видишь, вот это, вот, Не провались, а то я уже провалилась. Где-то- прогнила. Да, вот тут. Наверное, вот та балка, тут я вот она, провалилась. как раз пошла вниз. Ну, да, ну все идет, да, уже все. Может, у нас получится ее поднять. Вот так. И если вот она- там еще, кстати, досточки тоже идут туда. И вот тут было гниение очень сильное. Всякие мошки, букашечки, да, Ром, здесь. Мгм. Я думаю, мы тут раньше спали с Ромой, ну и все, кто приезжал сюда, здесь родственники, и постоянно здесь так много разных было букашечек, камашечек. Ну, теперь понятно, где они обитали, жили, где была их среда. А вот такие доски, из них можно, например, какие-то улики делать или что-то такое. Ну, Видишь, некоторые вот более Тоненькие, сухие, и они еще вставляются один в один. Может, или какой-то заборчик, или какие-то... Ну, что-то надо будет придумать. Ну, Смотри, много какой. очень хороших еще таких дощечек. Пошлифовать и лаком как-нибудь краской скрыть. Вообще. На них даже какой-то номер вот написан. Какой там номер? 211 слэш 2. Дробь 2. Это слэш называется. Слэш. Или это дробь. Или дробь, да. Ну, как-то так. Наверное, дробь, да. Тогда не знали таких слов. По-модному слэш. Слэш, наверное, вот так. На другую Не, сторону. все верно. Да? Да, это тоже слэш. Ну ладно, неважно. И покажу сейчас вам рулоны стекловаты. Так, я перчатки сняла. Ну, вот так аккуратно разверну. Вот, в принципе, что тут разворачивать? Вот так вот они выглядят. Я никогда не видела. Вот еще, кстати, здесь такая прошивка идет. И где-то была надпись с фирмой. Можно было увидеть фирму. Но это не здесь. Сейчас другой рулон разверну. Вот один рулон нашла, где есть надпись с названием фирмы. Вот не знаю я, что это за фирма. Потому что если так прикинуть, что если этот дом строился лет 50, а то и 60 назад, возможно, даже и 70 лет этому дому, мы так подсчитывали сами, нигде нет упоминания, когда он строился. Я так понимаю, что вот пол тоже делался в те годы, и получается, что уже была вот такая вот стекловата. В общем, если кому-то что-то известно об этом материале, вот, об этой фирме, которую мы вам показали, то, пожалуйста, напишите в комментариях. Я думаю, будет интересно не только нам, но и еще многим. И, кстати, в телеграм-канале с нами уже поделились информацией об этом материале, о его происхождении, и я вам скажу, что было довольно-таки очень интересно. Ну а здесь Рома понемногу уже закидывает разные кирпичи, блоки. Ну я сейчас засниму эти кадры и пойду ему помогать. Друзья, покажу, что у нас тут сейчас и как.
Опа. В общем, Рома, что у нас тут происходит сейчас? Как вы видите, пол выглядит сейчас в таком состоянии. И у нас, кстати, уже похолодало, наступили морозы. И Рома вот заделал окно фанерой. И в такую щелочку перекидывает разные камни, кирпичи, блоки, чтобы заполнить вот это вот пространство. Так, а я сейчас уберу, кстати, стул, переноску. Рома, как у тебя дела? У меня отлично. Спасибо. Только придется, наверное, целую неделю заполнять вот эти все ячейки. Потому что, видите, какие они сильно глубокие. Ну ничего, у нас стройматериала куча. Потихоньку вначале все вымощу, потом еще замерю уровнем. И где-то, может быть, буду подравнивать, а потом уже заливать. Ну, работы, как видите, много. Do anything that I feel like I wanna do. I'm living life. Так что на этом мы будем заканчивать это видео. А работа у нас продолжается. И скоро увидимся с вами уже в новом выпуске. Так что до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Ой, Рома, мне уже страшно. Что-то все запало. Ой, аккуратно. Несчастные случаи на стройке были? Нет, будут.